Привет, меня зовут Татьяна Арт, это кулинарный канал Вкуснячос. Сегодня готовим сочного ягненка с овощами по-домашнему. Мясо получается очень нежным и вкусным, просто тает во рту. Идеальное блюдо к любому праздничному столу или отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобятся следующие ингредиенты. Барашек молодой или ягненок, половина тушки, здесь у меня ребрышки и передняя и задняя нога. Также белое полусухое вино, 6 зубчиков чеснока, соль по вкусу, тимьян, сливочное масло, 12 кубиков куриного бульона, можете взять обычный жидкий куриный бульон, также веточки розмарина, морковь и красный лук. В принципе, все очень просто, и приготовить это блюдо не составит большого труда. Сначала мясо нужно хорошо промыть, затем срезать лишний жир и пленки, просушить бумажным полотенцем и сделать по кругу небольшие надрезы глубиной пол сантиметра или даже чуть глубже. Желательно, чтобы прорезей было как можно больше, тогда мясо лучше пропитается приправами и маринадом. После этого натираем мясо тимьяном и солью. Перекладываем мясо в отдельную емкость и поливаем вином. Затем оставим на полчаса, чтобы оно хорошо пропиталось этим маринадом. Можно переложить в емкость побольше, также накрыть крышкой или пищевой пленкой. Пока маринуется мясо, к размягченному сливочному маслу добавляем мелко нарезанный чеснок или можно пропустить его через пресс. Хорошо перемешиваем и получается вот такая ароматная заготовка, такое чесночное сливочное масло. Пока мариновалось мясо, я его периодически вот так покрывала вином, чтобы оно пропиталось как можно лучше. Теперь перекладываем его на доску и будем смазывать сливочным маслом с чесноком. Вино не выливаем, оно нам понадобится немного позже, отложим на время в сторону. Теперь аккуратно натираем вот этой смесью мясо нашего ягненка. И стараемся, чтобы масло с чесноком попало вот в эти ямки, которые мы сделали ножом, наши прорези. Тогда во время выпекания мясо насытится чесноком, маслом, будет таким ароматным и нежным, получится замечательный ягненок. Не просто ягненок, а сливочный барашек. Примерно вот так. Оставим его постоять еще 10-15 минут. Здесь у меня вино с тимьяном, в котором мариновался ягненок, также обычная простая вода и кубики бульона, они уже начали немного таять. Соединю все это вместе. Получится очень ароматная жидкость, которой мы будем поливать мясо во время выпекания. Также перед выпеканием обязательно польем мясо сверху. Теперь займемся овощами. Чистим лук, разрезаем на 4 части, а очищенную морковь нарезаем крупными кружочками. Перекладываем овощи на противень, на пергаментную бумагу, слегка польем оливковым маслом сверху, чтобы они не пригорали. Можно их посолить, поперчить по вкусу. Затем сверху мы положим мясо ягненка. И в процессе выпекания овощи пропитаются запахами, ароматами и соками мяса, и получится очень вкусный гарнир. Сверху на овощи аккуратно кладем мясо. Вот так. Затем не забываем про веточки розмарина. Они придадут мясу незабываемый аромат. Можно положить прямо сверху. И еще одну. Затем польем мясо жидкостью из бульона, вина и воды и отправим в разогретую духовку.
Для начала запекаем мясо в течение 40-50 минут при температуре 200 градусов. Затем, когда оно покроется такой красивой золотисто-коричневой корочкой, снижаем температуру до 180 градусов и продолжаем выпекать мясо ягненка еще в течение как минимум получаса до готовности. Крайне желательно в процессе выпекания его периодически переворачивать и поливать образовавшимся соком. После того, как мясо приготовится, не нужно вынимать его сразу из духовки. Дайте ему постоять и отдохнуть еще 15-20 минут. При этом мы фольгой мясо не накрываем. Вот такая вкуснятина получилась в итоге. Аромат специй и чеснока – это что-то невероятное. Ко всему этому добавился еще сливочный вкус и аромат мяса. Оно такое нежное и сочное. Ягненок, приготовленный по этому рецепту, покоряет с первого кусочка. Готовьте это вкусное блюдо, получайте удовольствие и разделяйте радость с родными и друзьями. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте оценки, жмите на колокольчик, не пропускайте новые видео. Следите за нашими фотографиями в социальных сетях, все ссылки есть в описании под видео. До очень скорого, готовьте вместе с нами!